В Иерусалиме в этот период все было как всегда. Хотя нет, все стало как было раньше. И что же было раньше? Рождественские новогодние елки у здания Имки, на площади перед зданием Нотр-Дам, в школе Терра-Санта и ярмарка на улице, ведущей в старый город от Новых Ворот. Последние 2 года, не нарушая прежних традиций, елку наряжали только у здания Имки. В этом году прерванная традиция возобновилась. Елки установили в Вифлееме, Назарете, в Хайфе, в Яффа, везде, где есть христианские общины. И наше путешествие по елкам Иерусалима мы начали со здания Имки. Это одно из знаковых зданий Нового Иерусалима. Открыли его в 1933 году. Тем, кому название Имка ни о чем не говорит, маленькая справка. Имка – это аббревиатура Международной молодежной христианской организации со спортивным уклоном, независимой от церкви. По-праздничному светилась колокольня здания и переливался всеми цветами радуги крылатый лев Руслана Сергеева, весь такой яркий и праздничный, зазывая сделать фото на память. Мы были здесь накануне католического Рождества 24 декабря. Людей было немного, потому что рождественская ярмарка назначена на следующий день. Погода достаточно зябкая, но, судя по улыбкам встречных прохожих, холодный воздух никому не мешал. Незаметно ушло и наше серое будничное настроение, и вдруг с нами радостное, как в детстве, чувство ожидания приближающегося волшебного праздника. Разноцветные огни, переливающиеся шары, мигающие гирлянды немало поспособствовали смене настроения. Все-таки праздники людям необходимы. Дорогие друзья, всем огромный привет со Святой Земли Израиля и из Иерусалима. Оранжевое на зеленом притягивает взгляд. Такое вот живое украшение улиц. Вспоминаем о новогодних апельсинах. Так дорого они когда-то стоили, но обязательно присутствовали у нас на праздничном столе. У входа в здание напольная мозаика со схематичным изображением Иерусалима. Таким он выложен на мозаичной напольной карте Святой Земли в древнем христианском храме. Датируется VI веком. Возможно, были тогда и другие карты, но до нашего времени сохранилось только это. Два портрета у входа. Дань памяти. Доктор Арчибальд Харт, первый генеральный секретарь отдела Имки в Иерусалиме. Именно он лелеял мечту построить солидный центр организации в святом городе. В значительной степени воплотить мечту в жизнь помог американский миллионер Джеймс Джарви. Интересны потолочные своды фойе и светильники. Оставим здание Имки и пойдем дальше к новым воротам старого города. Симпатичный фонтанчик в окружении цикламенов. Идем по этой улице. Отель «Цитадель Давида» и торговый центр «Мамила». Вход в торговую улицу Мамила. И вот они, стены старого города. Первыми вне стен старого города Иерусалима появились русские и французские постройки. Вы видите сейчас постройки французские.
Ворот, ведущих в старый город, всего 8. И мы почти уже у ворот, самых новых. Так они и называются. В конце 19 века, когда появилась необходимость во входе в старый город с этой стороны, со стороны русских и французских построек, ворота действительно были новыми. Так и закрепилось за ними это название. Знающие люди помнят еще одно название ворот – Абдул-Хамида II. Но как-то не сохранилось здесь имя последнего абсолютного монарха Османской империи. И ворота как назывались новыми тогда, так и называются сейчас. Мы слышим музыку и знаем заранее, что улица от новых ворот заполнена людьми. Единственный в старом городе магазин елочных игрушек находится здесь у самых новых ворот. На входе в толпу стоит даже охрана. Кого тут только нет. Разумеется, израильтяне, евреи и арабы, но еще и индусы и таиландцы, приехавшие в Израиль на заработки. Популярные рождественские песни добавили еще толику радости. По всей видимости, не только нам. Организовала эту ярмарку мэрия Иерусалима. Ей же мы благодарны за выступления музыкантов и за установку звукового оборудования. Неизменный запах корицы из сосудов с глинтвейном разносился по улице. Теплый горячительный напиток как раз кстати. Все-таки на улице холодно. К дому Санта-Клауса мы не пошли. Прошло уже 4 года, как мы приходим сюда и ни разу в гости к нему не попали. Если кто-то еще не знает, в Иерусалиме есть свой дипломированный Санта-Клаус. Живет он в доме, которому несколько сотен лет, ездит в Рождество на верблюде, рассыпает искусственный снег из снега машины, раздает детям подарки, умеет смеяться по Санта-Клаусному, хо-хо-хо, получает письма от детей и исполняет их просьбы. За эти кадры, снятые, правда, не в этом году, благодарим нашего соседа-журналиста. Рады здесь любой музыке. И европейской, и латиноамериканской. Ну а арабской и подавно. Конечно, иерусалимские рождественские гуляния не идут в сравнение с масштабом празднования в других христианских странах. Это и понятно. Христиан в Израиле совсем мало. Но скажем спасибо и за то, что есть. Как бы там ни было, прогулялись и настроение улучшилось. Мы вернулись к новым воротам. Впереди елка у здания Нотр-Дам. А ведь были 20 лет, когда эти ворота бездействовали. Там, где движутся автомобили и поезд, была граница, ворота наглухо закрыты. Так продолжалось до воссоединения Иерусалима после шестидневной войны в 1967 году. И вот мы уже у здания Нотр-Дама. Ого, смотрите, раритет. Сияет, как новогодняя елка. И даже нагружен подарками. Комплекс этот построен в середине 19 века для паломников из Франции. Есть здесь монастырь, госпиталь, гостиница, ресторан с прекрасным видом на Иерусалим. И это тоже одно из зданий, создающих облик города.
По традиции зайдем внутрь и рассмотрим вертеп. Заметили что-то необычное? Конечно, заметили. Ясли пустуют. Правильно, ведь мы были у вертепа 24 декабря, и младенец еще не родился. В вертепе евангельские персонажи: Дева Мария, Иосиф, волхвы, восточные маги, пастушки, домашние животные и ангелы. Кто придет сюда завтра, увидит и младенца Христа в яслях. И тогда все встанет на свои места. А то не совсем правильная картина сегодня получилась. Волхвы уже есть, пришли с дарами, а ясли пусты. Обратите внимание на девушку с кувшином на заднем плане справа. Это, наверное, Соломея или повитуха из апокрифического Евангелия от Иакова. Полный рассказ именно из этого источника и вошел в основу церковного предания о Рождестве. Дорогие друзья, мы желаем всем хорошего и мирного наступающего года. Будьте все счастливы и благополучны. Пусть мир воцарится на наших землях. С Новым годом и Рождеством Христовым! С любовью из Иерусалима, Павел и Лариса.